Атомная подводная лодка «Курск» находится в зоне военно-морских учений. На ее борту 118 человек. Сегодня одна из задач команды – запуск учебной торпеды «Кит». Данная торпеда уже несколько часов установлена в торпедный аппарат, но из-за неисправности топливной системы торпеда взрывается прямо в торпедном аппарате. Этот взрыв уничтожает обслуживающий персонал торпедного отсека, а взрывная волна выводит из строя командный состав Курска. Через поврежденный торпедный аппарат первый отсек быстро заполняется морской водой. Под массой этой воды лодка теряет равновесие и носом начинает крениться вниз. В этот момент оставшиеся невредимые члены экипажа находятся на своих боевых постах. Все основные системы лодки исправны. Реакторы продолжают работать, обеспечивая свет, генерацию воздуха и движение лодки. Еще можно осуществить аварийное всплытие, однако команды на это не поступает. Командиры отсеков не могут самостоятельно выполнить аварийное всплытие лодки, пока не будут уверены, что командный отсек и правда выведен из строя. На выяснение этого факта у них не хватает времени, потому что спустя 2 минуты после первого взрыва Курск сталкивается с морским дном. В результате детонируют все боевые торпеды. Уничтожается сразу несколько отсеков вплоть до реакторного. Лодка ложится на дно. Первые 5 отсеков сразу заполняются водой. Реакторы останавливаются. Резервный аккумуляторный блок уничтожен. 2 резервных дизель-генератора затоплены. А это означает, что больше не производится генерация воздуха, тепла и отключается свет. Оставшиеся в живых 23 члена экипажа по внутренней связи пытаются связаться с командным отсеком, но ответа нет. Индикатор давления на люке реакторного отсека указывает на то, что за переборкой уже находится морская вода. Вместе с отсутствием связи это может означать только то, что центральный пост управления уничтожен, а значит, оставшиеся в живых должны самостоятельно принимать все дальнейшие решения по спасению. Следующие несколько часов члены экипажа ведут активную борьбу за живучесть. Но повреждений корпуса оказывается настолько много, что экипаж принимает решение отступать в кормовой 9-й отсек, где находится спасательный люк, и уже там дожидаться спасателей. Вскоре выясняется, что аварийный буй, который при взрыве должен был автоматически всплыть на поверхность, обозначить место аварии лодки и подать сигнал бедствия, находится на своем месте в заблокированном состоянии. Вторым шоком для экипажа оказывается тот факт, что спасательный шлюз 9-го отсека уже затоплен водой. И теперь, чтобы выбраться из-под лодки, необходимо полностью затопить последнее воздушное пространство на борту и по 100-метровому тросу подниматься наверх на поверхность. Оставаться и ждать спасателей более суток не представляется возможным. На борту практически не остается свободного места от воды. Отсутствует свет и остро не хватает кислорода в воздухе. Для производства кислорода и поглощения углекислого газа подводники используют аварийный генератор воздуха. Однако его одного категорически не хватает для дыхания 23 человек. Его сменные химические кассеты приходится менять каждые 40 минут. И при очередной такой замене в полной темноте одна из кассет падает в воду, из-за чего происходит сильнейший пожар, пожирающий весь оставшийся кислород в отсеке. Через 7 часов после аварии на борту лодки «Курск» не остается ни одного живого человека. Через 18 часов после аварии подлодка была найдена на дне моря. Через 24 часа после аварии спасатели произвели первые разведывательные спуски к затонувшей лодке.
Через 9 дней после аварии спасателям удалось проникнуть в 9-й отсек.